Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня у нас мастер-класс по корзинке в виде бочонка из трикотажной пряжи. Корзинку можно вязать из любой другой пряжи, допустим, из хлопкового или полиэфирного шнура, также из джута. Соответственно, расход пряжи будет другой, и необходимо будет подобрать нужный номер крючка. У меня пряжа от фирмы Бисквит, ширина нити 7 миллиметров. В моточках по 100 метров идет. На данную корзинку у меня ушло около 60-70 метров пряжи. Крючок нам понадобится номер 6. Это для донышка. Мы будем вязать им донышко. И крючок номер 7 для именно стеночек. Донышко можно связать побольше по желанию, либо использовать деревянное донышко. Вот такое вот деревянное донышко. Как обвязать донышко и сделать прибавки, у меня есть несколько мастер-классов. И есть мастер-класс на данную корзинку тоже. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Размеры бочонка у нас получились 11 сантиметров по донышку и высоту 8 сантиметров, это без крышки. Итак, приступим к вязанию. Берем крючок номер 6. И делаем кольцо амигуруми. Укладываем нить вот таким образом на пальчики, обхватываем вокруг, крест-накрест, с обратной стороны придерживаем мизинчиком. Заводим крючок под первую нить, вторую захватываем. Вытянули петельку, кольцо отпускаем и данную петлю провязываем. Это у нас первый столбик. Далее в кольцо мы должны набрать с вами еще 5 столбиков. Всего в кольцо мы набираем 6. Первый столбик есть, провязываем еще 5. Заводим крючок в кольцо, захватываем нить и провязываем столбик. Третий столбик. Четвертый, пятый и шестой, последний столбик. Далее колечко затягиваем. И делаем соединение. Вытягиваем петельку, заводим крючок вот сюда вот под косичку с обратной стороны, захватываем петлю и вытягиваем. Мы крючок должны теперь ввести в самый первый наш столбик. Вот он, первый столбик. С этой стороны находим его, вводим сюда крючок. Вот он вышел с обратной стороны. Накидываем петельку на крючок. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. Далее во втором ряду мы должны сделать прибавки. В каждый столбик предыдущего ряда мы будем провязывать по 2 столбика. Сюда мы еще провязываем 1 столбик. Находим следующий столбик. Сюда мы провязываем снова 2 столбика. Вводим крючок. С обратной стороны крючок должен всегда выходить по центру. Провязываем 1 столбик и сюда же второй столбик. Далее в следующую галочку снова 2 столбика. Следующую вот эту вот мы провязали 1, 2, 3 столбика, 4, 5 и 6. Всего
во втором ряду должно получиться 12 столбиков. Делаем соединение второго ряда, втягиваем петельку, заводим также с обратной стороны вот сюда вот под косичку, вытягиваем, заводим крючок в первый столбик, центр первого столбика, накидываем петельку, рабочей нитью затягиваем и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. Так мы сделали соединение и перешли на третий ряд. Чтобы у нас здесь отверстие не оставалось, колечко можно посильнее затянуть. Тянем за кончик нити и затягиваем. В третьем ряду также делаем 6 прибавок, только через один столбик. Сюда мы сейчас провяжем еще один столбик, далее одинарный. В следующую снова 2 столбика и одинарный. Провязываем сюда еще один столбик. В следующую галочку провязываем один столбик. В следующую 2. Итак, чередуя через один столбик, провязываем прибавку, довязываем до конца. В третьем ряду должно получиться 18 столбиков. Вяжем четвертый ряд. Я сделала соединение. Соединение такое же, как и в предыдущих рядах. Здесь у нас в предыдущем ряду вот шла прибавка. Здесь мы вяжем по одному столбику. А над одинарным столбиком мы будем провязывать уже прибавку. Здесь у нас есть один столбик. В следующую провязываем один столбик. Далее провязываем прибавку. Провязали 2 столбика. Далее вяжем по одному. Снова 2 столбика в одну галочку. После прибавки 2 одинарных столбика. Итак, провязываем до конца. Между прибавками по 2 одинарных столбика. Прибавки у нас вяжутся над одинарным столбиком. Прибавки над прибавками не вяжутся, тогда у вас будет круг ровный. Довязываем до конца. В четвертом ряду у вас получится 24 столбика. Провязываем пятый ряд. Как я уже говорила, над прибавками мы прибавку не вяжем. Здесь у нас идет одинарный столбик. Вот я провязала первый столбик. Сюда можно провязать еще второй столбик. Сделать прибавку. Далее будет идти 3 одинарных столбика. 1, 2, 3. И после 3 столбиков снова прибавка. Она идет над одинарным столбиком. И после прибавки снова 3 столбика. В последующие 3 галочки. Второй столбик и в следующую 3. Далее снова идет прибавка. Итак, провязываем до конца. Между прибавками по 3 одинарных столбика. Прибавку вяжем над одинарным столбиком. И в пятом ряду у нас уже получится 30 столбиков. В конце у нас закончится одинарным столбиком.
Провязали 5-й ряд, делаем соединение с переходом на стеночки. Вытягиваем петельку, заводим крючок вот сюда вот, под косичку. Вытягиваем петлю и крючок заводим вот сюда, посередине. С этой стороны заводим крючок под перемычку, вот сюда. Вот они идут перемычки. Накидываем петельку на крючок, затягиваем, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее весь первый ряд мы будем провязывать столбиками без накида. Захватываем верхнюю дужку косички, крючок далее вводим под перемычку. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Следующую. И так по кругу провязываем столбики без накида. Провязали первый ряд. Теперь я меняю крючок на номер 7 и сделаем соединение. Вытягиваем петельку. Также заводим вот сюда вот под косичку. Вытянули петлю. И крючок заводим между столбиками вот сюда. Накидываем петельку, затягиваем. Вытянули петлю и провязываем столбик. Далее пропускаем один столбик, заводим крючок в основание следующего столбика. Вот сюда вот вводим крючок и ниточку захватываем не вот таким образом, а наоборот. Вытягиваем и провязываем. Вот таким образом у нас пряжа перекручивается. Далее, как провязали в основание столбика, далее сразу же вяжем данную петельку, провязываем столбик. Провязали столбик, пропускаем один столбик и в основание следующего снова провязываем перекрученный столбик. Захватываем наоборот. Слегка ниточку подтягиваем, чтобы вот эта петелька не была слишком большой. Далее, как провязали в основание, следующую петлю сразу же провязываем столбик. Пропускаем в основание следующего. Второй ряд заканчивается удлиненным перекрученным столбиком. Вот мы ряд начинали со столбика, далее у нас был удлиненный перекрученный. И сейчас делаем соединение. Вытягиваем петельку, также заводим под косичку вот сюда. Вытянули петлю и крючок заводим вот сюда, после удлиненного столбика, вот в эту петлю. И провязываем столбик. В третьем ряду уже будет полегче. Мы вот в это основание столбика будем провязывать удлиненный перекрученный столбик, а сразу же следом в данную петлю просто столбик провязываем. Вот у нас есть столбик. Находим следующий столбик в основании
вяжем удлиненный, перекрученный. Сразу же в петлю провязываем столбик. Находим столбик вот этот. Вот он удлиненный, мы его пропускаем. В основание следующего столбика мы провязываем перекрученный. Сразу в петлю провязываем столбик без накида. В основание. Итак, провязываем третий ряд до конца. В конце покажу, как сделать соединение, и перейдем на другой цвет. Четвертый ряд мы будем вязать другим цветом, поэтому ниточку обрезаем и соединение делаем. Итак, теперь мы крючок вводим перед удлиненным столбиком вот в эту петлю. То есть вот в любом месте перед удлиненным столбиком можно вводить крючок и вытягиваем нить. Провязываем столбик. Данный кончик нити укладываем вдоль вязания и провязываем вместе. И четвертый ряд вяжется точно так же. Далее мы вводим в основание. Затем в следующую петлю сразу провязываем столбик. Ниточку слегка подтягиваем. В основание. В следующую петлю. В основание. И вот таким образом провязываем до конца четвертый ряд. И последующие ряды вяжутся точно таким же образом. Как сделать соединение, я вам показывала. Я провязала 7 рядов, делаем соединение и обвязку края корзинки. Также вытягиваем петельку, крючок заводим вот сюда вот под косичку, вытянули. Крючок заводим между столбиков, накидываем петельку и вытягиваем петлю. Далее вводим следующую петлю между столбиками, также вытянули и провязываем соединительную петлю. Далее в следующую вводим и также соединительную петлю. И так провязываем по всему краю. Сильно петли не стягивайте, чтобы у вас край не стянулся. Теперь я вам расскажу, как связать вот такую вот крышечку. Вяжется она точно так же, как и донышко. Я вязала также крючком номером 6. Вяжем 5 рядов, и в каждом ряду у нас также сохраняется принцип вязания идеального круга. Мы делаем по 6 прибавок. Только в крышечке, когда провязываем ряд, мы его вот таким образом руками расправляем, то есть делаем его вовнутрь, каждый ряд. И крышка получается вот такая вот выпуклая. И сейчас мы сделаем с вами обвязку. Обвязку сделаем немножко по-другому. Заводим крючок под обе стеночки полупетли. Вытягиваем петельку.
Далее крючок вводим вот сюда, захватывая вот эту вот петлю. Одна у нас остается. И вытягиваем петельку. Далее захватываем заднюю стеночку полупетли, вытягиваем и провязываем соединительную петлю. Далее в следующую. И точно так же. Также туго сильно не стягивайте. Тогда край у вас будет ровный и красивый. Обвязали край. Теперь мы сделаем еще ручку. Для этого мы делаем кольцо амигуруми. Провязываем петельку и делаем еще одну воздушную петлю. Далее делаем накид на крючок. Крючок вводим в кольцо, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли и снова 2. Это мы провязали столбик с одним накидом. И провязываем еще 4 столбика. У нас есть 2, раз, 2, еще 4 столбика с накидом. Колечко затягиваем хорошо. Выворачиваем наоборот наши столбики. Кончик нити у нас остается внутри. Далее ниточку обрезаем. Чуть-чуть побольше оставляем кончик. Вытягиваем и делаем соединение. Вот у нас получилась вот такая вот ручка. Сейчас вот этот вот кончик, который у нас идет с центра, мы вот здесь его закрепим. Вот сюда вот продеваем, чтобы он был как бы с краю. Эта петелька у нас и так с краю. И теперь вот данные 2 нити мы должны продеть в крышечку. И уже с обратной стороны мы их завяжем просто. Вот, допустим, вот здесь мы ее вдеваем. Вот сюда вводим крючок. Вытягиваем нить. Все, кончики протянули. Теперь мы здесь их просто завязываем, прячем кончики и лишнее отрезаем. Корзиночка наша готова. Вот такая вот очень красивая, с красивым узором. Стеночки получились плотные и хорошо держат форму. Пишите в комментариях, все ли вам было понятно. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.